Добрый день! И снова с вами специалист по каминам Харк. Сегодня я хочу показать вам, как изготавливаются печные изразцы. Специально для этого мы приехали на нашу фабрику изразцов в городе Рансбах-Баумбах. Он расположен в области Вестервальд, в самом сердце региона добычи глины. Наши сотрудники уже ждут нас. Сейчас мы находимся на кафельной фабрике Харк, а это керамический изразец. Мы хотим отследить его происхождение от стадии заготовочной массы до стадии готового изделия. Вы даже не представляете, сколько производственных шагов для этого потребуется. И первый шаг – это приготовление сырой глиняной массы, куда мы и отправимся. Это наш сотрудник, который отвечает за приготовление глиняной массы. Глиняная масса включает в себя от 7 до 9 компонентов. И в этой машине она замешивается. Для производства из этой массы печных изразцов нам потребуется форма. Для этого наши дизайнеры разрабатывают эскизы. Этот разработчик форм для заливки будет создавать гипсовую модель вручную, и это длится около 2 дней. После закладки гипсовая смесь размешивается в вакууме. Потом эта смесь заливается в гипсовую форму. После этого из нее вручную удаляется воздух. Примерно через 10 минут излишний гипс снимается. После того, как гипс застывает, получается вот такая форма для заливки. И уже с ее помощью мы создадим печной изразец. Так что идем. Сейчас мы находимся в отделе заливки. Здесь сырая глиняная масса разливается в гипсовые формы. Формы устанавливаются друг за другом в ряд, и жидкая глина подается в них с помощью насосной системы. Сейчас мой коллега заполнит формы керамической массой. Теперь эти формы заполнены, и результат того, что происходит за ночь, я покажу вам на модели. Керамическая масса заливается в гипсовую форму. Гипсовая форма впитывает влагу из керамической массы. В результате этого за ночь из керамической массы получается черепок, который выглядит вот так. Сейчас мы увидим, как происходит в жизни то, что мы увидели на примере. По прошествии 24 часов формы открываются, и из них достают заготовки изразцов. Каждая заготовка сразу же дорабатывается вручную. А для того, чтобы удалить остаточную влагу, их закладывают в эту сушильную установку. Эта установка очень длинная, и изразец, пройдя через всю установку, снова возвращается сюда же. Теперь наша кафельная заготовка не содержит остаточной влажности, и мы можем перейти к глазированию. Здесь наша заготовка получит красивую глазировку, и этот шаг тоже выполняется вручную. Чтобы определить правильное количество глазури, изразец сначала взвешивается, и после этого покрывается глазурью. Отлично, готово. Это мой любимый отдел. Здесь работают креативные художники. Когда на изразец наносится мотив, это никогда не выполняется по шаблону. Вся роспись производится вручную. Мы расписываем наши изразцы даже настоящим золотом и платиной. Перед обжигом это выглядит вот так. После обжига взгляду предстают эти чудесные изразцы. Теперь нашей глазированной заготовки станет очень жарко. Она на протяжении 20 часов будет проходить через эту 40-метровую печь при температуре около 1100 градусов. Здесь на выходе из печи мы получаем готовые изразцы. Наша заготовка также справилась с этой задачей и стала настоящим изразцом Харк.
Теперь мы можем отправить ее на сортировку и отгрузку. Перед тем, как наш изразец HARP пойдет на сортировку и отгрузку, он подлежит контролю качества. Это производится методом визуального осмотра и простукивания. Керамика звучит хорошо, значит мы можем продолжить. Сейчас мы находимся в отделе сортировки и отгрузки. Прежде чем клиентский заказ пойдет на отправку, он проходит процесс колорирования. Опытные глаза наших сотрудников гарантируют гармоничное распределение изразцов по оттенку глазури. Здесь мы видим полную гармонию оттенков глазури между собой и уже можем узнать, во что превращаются изразцы. Наша была роза. После колорирования изразец передается в упаковку и отправляется на центральный склад Дуйсбург. Подошло время. Грузовик уже ждет. Керамические изразцы загружены, и мы отвезем их на нашу главную фабрику в город Дуйсбург. Если вы хотите увидеть, как из отдельных изразцов получается великолепная печь Белороза, смотрите вторую часть нашего сериала. Ну что, коллега, вперед!